Ну, вот если говорить о том, как устроена глава, это опять значит перечисление, значит, болезней и способы, ну, и как должен себя человек вести, если он исцелился, если хуже, так сказать, там. И вот здесь вот очень четкая градация, допустим, если бедный человек, он, значит, иначе, значит, ритуал этот иначе осуществляется. И вот здесь я опять хотел сказать, что опять вот этот ритуал непростой, и опять кто должен принимать решение? Кто должен сказать, что он бедный, так сказать, и может двух голубков принести, там, или двух горлиц, или он все-таки должен ягненка принести? Опять, понимаете, вот это поднятие уровня, значит, священнослужителя, да? Опять вот он должен принять решение, и это означает, что он должен быть, извините, выключу. И он должен просто вот эти решения очень четко, так сказать, понимать, как и на каком основании принимаются. То есть опять его уровень не расширяется, понимаете? Вот. Потом, значит, ну вот эти разделы, связанные с поражением дома, да, и опять священник принимает решение, да, потом, значит, заболевания у мужчин, вот, значит, но вот главное, что меня здесь в этой главе заинтересовало, и опять вот я хочу вернуться, вот смотрите, это главы, раздел 15, значит, глава 15, и вот эти все подряд идут по сути. Все те, кто прикоснется к постели, сядет на вещь, прикоснется к телу, прикоснется к бывшему под ним, кому-то прикоснется, не омыв своих рук, смотрите, должны вымыть одежды свои, омыться водой и будут нечисты до вечера. Потом, 26-й, всякая постель, всякая вещь. Я здесь коротко, естественно, это рассказываю, вот, на которую сядет, и даже это уже по женщине, да, и все те, кто прикоснется к ним, будут нечисты, должны вымыть одежды свои, омыться водой, и будут нечисты до вечера. И вот я представил себе, вы знаете, вот такую картину мира, что ли, так сказать. Вот народ 400 лет жил в рабстве. Понятно, что когда навкалываешься 20 часов, так сказать, там, физически, не до вот этих вещей, понимаете, куда сел, куда бы свалиться, там, и то хорошо, понимаете, там, с кем там обнялся, тоже не важно, понимаете, не до этого. И вот здесь вот все это, оно как-то, вот, понимаете, опять выстраивает эти человеческие отношения уже на совсем другом уровне, что, ребята, это было тогда и забыли. А вот теперь надо так. А теперь надо так. И я, знаете, о чем подумал? Это вот здесь выстраивается очень четкая система такая, да. Значит, вот все время надо следить за тем, чтобы вот где что, как себя повел. Если есть сомнения, надо мыться. Понимаете? То есть переход совершенно к другой жизни. То есть это, на самом деле, понимаете, здесь же, ну, так вот стопроцентно знать, до кого там прикоснулся или на чью вещь сел, так сказать, это, ну, я не знаю, это, человек не может с лупой ходить все время, так сказать, и проверять, на ту вещь сел или не на ту вещь сел. Но здесь на самом деле предупреждается о том, что надо быть просто аккуратно в человеческих взаимоотношениях, в том, куда пошел, вот, да, действительно, на что сел, куда сел, понимаете. И вот это вот действительно выстраивается новая система отношений. Мне очень интересно, вы знаете, меня в детстве, так сказать, все время как-то учили, что вот нельзя садиться куда попало, не проверив, так сказать, что это такое, понимаете, нельзя там обниматься с кем попало. Вот
то есть не говорилось о том, что человек болен или там место там грязь. Ну, вот грязь может быть, вот надо быть аккуратным, понимаете, там не бросаться обниматься со всеми сразу, понимаете, это вот и когда я читал вот эти разделы, это мне как-то вот такая четкое выстраивание, так сказать, системы, понимаете, и если учесть предысторию, понимаете, вот эти годы рабства, то действительно выстраиваются совершенно новые взаимоотношения и на самом деле новый кодекс, ну, как бы сказать, такого гигиенического, что ли, поведения, я не знаю, как это назвать, понимаете. Вот вы поняли мою Да. мысль, да? Да. Ну вот, собственно, вот это мои, так сказать, соображения, потому что глава вся написана удивительно четко, понимаете, там все расписано и очень аккуратно расписано. От того, кто нездоров и как нездоров, до того, что надо делать и как надо делать, так сказать, вот, понимаете, да? Поэтому тут как-то вот, что-то придумывать сложно достаточно, да. Ну вот, собственно, так. Очень хорошая тема задета вами. Это, ну, говоря немножечко таким большим языком, да, это тема осмысленной жизни. Что значит? Это не только в нашей культуре, в нашей это особенно и давно заложено, но и во многих других культурах существуют всевозможные рекомендации. Не делай ничего автоматически. Вот такая рекомендация. Не делай ничего автоматически. Вплоть до того, что, так сказать, вы можете себя спросить. Вот вы помните, как именно сегодня вы чистили зубы? В общем, надо очень потрудиться, чтобы вспомнить, как я встал, как я подошел, попал, не попал случайно, там упало, не упало. В общем, да нет, все как обычно, да нет. Но самое главное, в памяти этого нет, потому что мы делаем это неосознанно. Мы делаем неосознанно, мы делаем автоматически. Что такое автоматически? Вот в простых вещах автоматически одеться, автоматически что-то, может быть, выпить кофе. Это практически автомат. Можно я здесь вас прерву, Да, вещь да. скажу? Это очень интересная история. Когда в Индии был, меня там очень хорошо принимали, и жил я в номере, который стоил там где-то $800 в сутки, что-то такое, ну, супер шикарный номер, супер шикарная гостиница. Но меня все предупреждали, так сказать, что воду из-под крана пить нельзя, неважно, где живешь, как живешь. И вот как раз к вопросу об автоматизме. Я, значит, там неделю, в общем, об этом, ну, не то, что даже помнил, как-то следил. И вот я, значит, прихожу утром почистить зубы, и на автомате, ну, вот действительно на автомате, значит, взял воду из-под крана, тут же спохватился, все выплюнул. Вы себе не представляете, 2 недели, как я нервничал, что я подхватил что-то, что кончится госпиталь. Да, да. Да, извините, это к Вот. вопросу об автоматизме. Да. Тем более, что это часто бывает даже с опытными путешественниками. Вот такое нарушение внимательного, вернее, нарушение как раз осмысленности. Пржевальский так умер. Вот человек, который прошел всю Азию, он напился из ручья. Ну, просто вот по такой традиции, что из ручья пить можно, он напился из ручья и заболел, и у него кишечная инфекция, и он умер. Я даже Вот не так что, знал. да, я тоже был удивлен, уж такой-то путешественник, такой же известный человек, и вдруг так вот нелепо, скажем так. Потому что автоматизм, причем психологи, наверное, говорят, и мы сами себе можем это объяснить, что если я все время буду думать, если я все время буду анализировать, то это займет много времени. Кое-что нужно делать быстро. И вот это быстро как раз автоматизм помогает. Это, как сказать, экономит наше время. Время, да, но кое-что теряем. Потому что автоматизм в движениях, это то, что вот первое мы говорим,
Автоматизм движения, как я дошел до трамвая, как я поехал, что я делал в трамвае или в троллейбусе, как я на работу поднимался в лифте, не в лифте и так далее, и так далее. Это все движение связано. Но дело в том, что не может быть, мы с вами говорили, посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Дело в том, что физические движения влекут с необходимостью за собой автоматизм мышления. Влекут. Потому что одна привычка, ну мы условно называем ее полезной, будет говорить о том, что вот давай здесь особенно не терять времени, или, как сейчас говорят, не заморачиваться. Это уже несколько раз встречалось. Я видел подобных людей 3-4 раза в жизни. Скорее всего, он вот такой. Это автоматизм движения, переведенный уже на интеллектуальный уровень. И поэтому мы делаем, вот видим человека там с такими бровями или с таким овалом лица, он похож на такого-то, такого-то, и, скорее всего, вот, и это то, что потом превращается в предрассудки. Предрассудки. То есть можно было порассуждать, но вот некогда. Лучше автоматически перенести предыдущий опыт на сегодняшние события. Мы с этим встречались, это не совсем очевидно, это в комментариях потом всплывает. Мы с этим встречались, когда говорили о характере Иосифа. Помните, он попадает и разгадывает сны. Что у нас в комментариях о разгадывании снов? Как именно происходило, почему фараон был недоволен своими, он же посылал своих мудрецов, просил их так сказать, разъяснить сны, никто не Да. смог. И вот наши мудрецы говорят, вот вам еврейское. Наши мудрецы говорят, они обратились к своим книгам, не нашли ничего похожего и автоматически не смогли ответить. Почему? Это автоматизм мышления, это отсутствие творческого или, скажем так, пока еще даже не творческого, просто внимательного отношения к тому, что с тобой происходит. Иосиф единственный, кто выслушал. Он выслушал внимательно каждое слово. И проанализировал, может быть, не только этот анализ, может быть, он проанализировал еще несколько скрытых факторов, например, body language, там, я знаю, выражение лица, что-то стояло или не стояло на столе, и вот у него сложилась картинка из внимательного отношения к тому, что ты сейчас делаешь. И вот, как вы говорите, что такое рабство? С работы домой, с дома на работу. Вот это рабство. Не, ребят, так это самое. Тогда, значит, это самое. Я бы не хотел о себе так думать. Я понимаю. Все зависит от того, как именно вы едете домой, что именно вы делаете на работу. У вас как раз-то Я все пошутил, наоборот, конечно. да. Вот, то есть имеется в виду какие-то вот простые автоматические движения. Ты идешь на автоматическую работу, ты делаешь что-то автоматом дома, ты автоматически добираешься между той точкой и так далее, и так далее. Я не знаю, вообще у этих самых, у древних был Альцгеймер? Я боюсь, что он отсюда. Автоматизм, Да, кстати, да. автоматизм может привнести дисбаланс, дисгармонию в мышлении. Не знаю, тут чтобы не сглазить, я не биолог, чтобы утверждать, но вот такое ощущение, что Это немалую роль сыграет. скорее, знаете, может быть, вот как раз переключаясь на Альцгеймера, здесь можно сказать другое. Вот что нас поддерживает, это некоторая креативность мышления. Понимаете, вот то, что мы все-таки хоть в малом что-то творим. А если это идет на уровне, так сказать, действительно вот все предписано, все расписано, так сказать, ну вот тогда, по-видимому, шансов заполучить Альцгеймера, так сказать, гораздо больше. Я понимаю, что мозг отказывается. Если можно без этого, так зачем это? Да, если можно И без все. этого, зачем? Это такая своеобразная бритва Акама внутри мышления. Отсечь ненужное. И что получается?
Вот раб, он так себя ведет, да еще такие простые работы, как совсем ниже плинтуса работы, просто месить. Даже не делать эти кирпичи, а месить. С утра до вечера месить глину, тем более делать вот такие однообразные, одноформенные, никогда не меняющиеся, стандартные какие-то вещи. И мы туда их отправляем, они там сохнут, потом опять отправляем, они там сохнут и так далее, и так далее. И так далее. И вот тогда у тебя не было возможности задумываться о том, как ты живешь и что ты делаешь. Мало того, у тебя не было законов, ради которых ты должен был что-то делать. У тебя был вот только тот автоматизм, в котором ты вырос и в котором ты умирал. И вдруг новая жизнь – это то, что вы сейчас говорите, новая жизнь. Ты должен прежде всего думать о том, здесь можно или нельзя. Вот это «Гамавдиль бен кодеш вехоль», разделяющий святое от будничного или разделяющий святого от несвятого. Слово «гевдель» – разделять у нас одно из самых важных в иудаизме, одно из самых важных понятий – разделять между разрешенным и неразрешенным. Как вот совсем недавно в главе было сказано: «Не пейте вина, входя в святилище хмельного», чтобы различать между святым и не святым, между чистым и нечистым, чтобы различать. Вот в чем внимание ко всему, что ты делаешь. Еврей очень внимательно ест, что не всегда бывает у обычного человека. Да. Ну нет там запрет, ну нет там ничего. Вкусно, невкусно, все, максимальное разделение. Невкусная еда не хочу, вкусная хочу, все. Еврей будет разбираться, он будет читать ингредиенты, он будет смотреть, что перед ним, он нюхать будет, прежде чем съесть, потому что для него это очень важно, это религиозные постановления. И тем более у нас ведь считается, несмотря на отсутствие храма, где это было крайне важно, ритуальная чистота. Нельзя было нож взять, если ты в состоянии ритуальной нечистоты. Нельзя было жертвоприношение делать, если нож коснулся чего-то нечистого и взял на себя эту нечистоту. Ну, в общем, это огромный труд. Это огромный труд разделять все время. Одежду тоже смотреть. Мы все приходят и смотрят размеры. Еврей смотрит, есть ли там лен и шерсть. Ну, Дополнительно. То есть обязательно из чего это состоит. И так во всем. И в нашей сегодняшней, это небольшая часть, внимательного отношения к жизни. То есть вы приходите, вы в трамвай заходите автоматически, а по идее нужно было посмотреть, кто там сидел. Может быть, иной раз и не сесть. А Я вот не знаю, как. я, кстати, это сам и смотрю, честно говоря. Если там кто-то встает, то я смотрю, кто там сидел. Вот если Это пустое правда. Ну, место, то хорошо. Да. не с той, конечно, целью, как это было в храме. Но вот наши мудрецы говорят, что несмотря на то, что храма нет, где это было очень важно, сам раздел Мишны, говорящий о чистоте ритуальной, вот он самый главный. Вот он самый главный. Это вы услышите всех талмудистов, что гематрия – это на закуску. Гематрия – это на закуску. А вот ритуальная чистота – это хомер, это важно. Это суть, это что-то мощное. Мы, к сожалению, вот в связи с отсутствием храма, мы в некотором смысле саму тему ритуальной чистоты, мы как-то так вот ее, мы знаем о ней, но касаемся ее только в разделе «не да». Ну, то есть мы с нашими женами поддерживаем так дистанцию во время месячных. Ну и с другими уже как-то нет, как-то уже неловко спрашивать. В общем, ну вот это максимум повседневной чистоты, это не да осталось. А ведь ее сколько, из того, что мы сейчас говорим, ее сколько, я имею в виду, сколько возможностей получить ритуальную нечистоту. И вот наши мудрецы очень к этому
очень к этому относились очень серьезно. Но если ты хочешь соблюдать законы ритуальной чистоты, тебе никогда это автоматизм может быть только в очень узких рамках. Может быть, вот твоего дома, если ты там живешь ограниченной семьей или один вообще, вот тогда ты можешь гарантировать, что вот тут у тебя так все лежит, как ты уже выложил, все правильно, и ты не принесешь ритуальной чистоты. Ну, в общем, Рэбе, да-да. может сказать. Вы знаете, вот то, что вы сейчас рассказывали, на самом деле вот сложилось в такую некую для меня теперь картину. Спасибо вам большое. Я вот в таких терминах не думал, а вот теперь стал думать. На самом деле, к чему, что эти главы нам говорят, так сказать, что надо все-таки все время отслеживать вот это многообразие мира. Понимаете, вот мир не однообразен, и в нем вот свой путь, я не имею в виду там стратегический путь, так сказать, там стать профессором, а вот свой путь именно вот ежедневно и ежечасно надо все-таки вот во всем многообразии мира вот выбирать и понимать его. То есть нельзя вот действительно то, что вы сказали, просто вот на автоматизме там делать кучу вещей. Вот вы абсолютно правы, да. Наверное, можно вот в совершенно стандартных ситуациях, типа дома, когда там встал, там все сделать, а уже попав в такую же ситуацию, много Индию опять вспоминаю, так сказать, ровно такая же ситуация. Я утром после завтрака пошел почистить зубы, да. И вы себе не представляете, какая у меня паника была. 2 недели я трясся, что вот я сейчас задремлю в больнице. Да, и я вот недаром еще начал, собственно говоря, со смысленности жизни, что тебя привлекает, сама Тора законами твоими привлекает быть внимательным каждой минуте своей жизни. Это не очевидно, пока ты это не проверил. И если ты приучаешь свой ум анализировать любую ситуацию, в этот момент ты начинаешь фиксировать саму жизнь. Это не сам результат, но может быть один из результатов, которые от тебя хотят. Слушай, я тебе даю жизнь поминутно. Как же ты часть минут проводишь автоматически? Ты же их не замечаешь и не Да. запоминаешь. Я хочу, чтобы ты помнил их, потому что каждая минута – это подарок. И мне очень жаль, когда ты его не ценишь. Вот воспринимая жизнь насыщенно, что называется, Да, поминутно. да, Да. да, да. Это Да, совсем другое. это великая, так сказать, вещь, да. Может быть, наши недельные главы, вот, так сказать, подталкивая нас, вот здесь можешь заразиться. Причем комментарий ведь такой, что если, предположим, больной лежал на постели, и в это время на постель положили 40 одеял, ты все равно, сев на эти 40 одеял, ты все равно нарушил этот закон. Да. Потому что, входя в комнату и видя постель с 40 одеялами, ты можешь автоматически сесть. Ну, это же одеяло, они же меня, так сказать, это промежуток некий между зараженным и незараженным. Но ты ведь не знаешь, он мог положить эти 40 одеял и сесть опять на них. То есть вот даже 40 одеял. То есть когда ты входишь и ты знаешь, что в этом доме живет человек, к этому мы сейчас еще раз придем, в этом доме живет человек, получивший ритуальную чистоту, ты ничего не должен касаться. Ты должен, вот как мы в пандемии себя ведем. Даже Ну, перчатки не спасают, но, по крайней мере, вот мы ничего не касаемся, не приближаемся, чтобы не коснуться и так далее, и так далее. Всячески себя от этого оберегая и уводя. я здесь вижу и другой ракурс, понимаете, чтобы, да, вот все время надо, так сказать, отслеживать ситуацию, но при этом, так сказать, если есть сомнения, да, вот это, и здесь я говорю, вот это гигиеническое такое направление возникает. Пойди омойся. Вот, понимаете, да, вот даже если нет стопроцентного такого уверенности, убежденности, что не чист, то лучше это все-таки сделать, чем, так сказать, продолжать, ну, вот это нечистое, так сказать, состояние.
Да, это обязательно, это очень хорошее. Э, Я не помню, в каком литературном произведении было написано, там как-то о кошках было написано. Если не знаешь, что делать, мойся. Если напугали, мойся. Если хочешь есть, мойся. А вот это Да, прямо отсюда и взято. да, да. И вторая, обратная сторона этого процесса. С одной стороны, ты внимательно должен быть, с другой стороны, к тебе внимательно должны быть. То есть тот человек, который несет ритуальную чистоту, и он объявлен как нечистый, то есть его же нужно объявить. До того, как объявили, он еще он не делает тебя нечистым. Когда уже признали его нечистым, что он должен делать по отношению к тебе? И мы, помните, о прокаженном, в прошлой главе мы это зря читали о том, что он должен кричать «Таме-таме», Да. я нечист, нечистый, еще Я завернуться нечист, так, и одежды порвать так, чтобы по нему издалека было видно. Они разорваны пополам одежды, замотан до ноздрей, замотан какой-то тканью, и плюс еще идет и кричит, чтобы я успел отойти. Есть несколько таких случаев, когда описывается, что человек должен предупредить другого об опасности. Если он не предупредил, то он виноват в ущербе, который понес тот другой человек. Это в разделе Назикиин. Но у нас есть еще другой, неочевидный, но имеющий отношение к предыдущей главе Тазрия и к нашему сегодняшнему разговору, имеющий случай, имеющий отношение. Это случай, когда Рахель украла Трофима. Она украла у своего отца, украла башков деревянных, Да. там, не знаю, какие они были, и она их спрятала, и вдруг прибежает Лаван, и Яков ему говорит: иди, у кого найдешь, вот тот и вор, того и накажешь. И он начинает искать, что делает Рахель, она под верблюжье Седло, да. седло кладет Да, и садится на него верхом. Это как раз Рахав. Она верхом на него садится. Видимо, девушки, женщины в то время именно так, так сказать, вели себя во время месячных, что-то там подкладывали, а потом садились так, чтобы было удобно. Ну, в общем, короче, он заходит в комнату, и она его предупреждает на самом деле. Столько просит извинения, она его предупреждает, говорит: прости, не могу встать. Ну, перед старшим надо было встать перед отцом. Прости, не могу встать. И тут же она это седло объявляет нечистым. Потому что у меня обычное для женщин, и вот я сижу на этом. Все, он рукой не коснется этого, потому что это запрет, это запрещено. И этим она обезопасила себя, но, с другой стороны, она дает пример, что если кто-то входит в комнату, и женщина несет ритуальную чистоту, она должна сказать об этом. Это один из примеров. То есть человек ритуально нечистый должен об этом заявлять любому приближающемуся человеку. Предположим, что тот тоже нечист, и предположим, что одной и той же нечистотой. Надо ли предупреждать? Да, предупреждать всегда надо. Как они будут себя вести, будут ли они касаться или не касаться, это уже частный случай, который рассматривает Талмуд. Здесь Да. можно сказать одно слово? Я вот сейчас подумал, это может быть оттуда и тянется, так сказать, когда у нас сегодня как происходит, если я себя плохо чувствую, там, неважно, я, там, мои друзья, когда подходишь, протягиваешь руку, человек говорит: я себя не очень хорошо чувствую, давай сегодня не будем здороваться, так сказать, понимаете, да, вот Конечно, это конечно. оттуда идущая вещь на самом деле. Конечно, конечно. Итак, мы можем сегодня подвести немножечко итог. Это два новая жизнь, это то, что вы сказали, начинается новая жизнь, новые правила. Это жизнь, уже исходя из моих комментариев, это жизнь осмысленная. Это жизнь осмысленная, она уже не только ценность предположила. Помните, когда мы говорили, что Коэн приходит к тебе, ты находишься в нечистом месте за станом, к тебе Коэн, первосвященник, приходит и делает тебе, ставит тебе диагноз. Это великое ощущение гордости, то, что в прошлый раз мы говорили. А второе – это и ответственность. Теперь твоя жизнь имеет ценность, так будь добр,
веди себя по отношению к ней как к Соответствует. большой ценности. Во-первых, осознавая ее, во-вторых, береги ее Да. от осквернения. Это одна история. Второе – это приучение к заботливости. Объявляй перед собой, если что-то не так, обязательно скажи, чтобы, не дай Бог, не навредить другому человеку. Вот ценность, внимание, осмысленность и заботливость. Ну, хорошие уроки. Вот мы говорим о болячках, а уроки хорошие. Да, уроки хорошие. На сегодняшний день выводим отсюда. Ладненько, тогда большое спасибо за беседу. Спасибо До большое. следующей недельной главы. Да. Всего До доброго. свидания. Спасибо. До свидания.